Всем привет, меня зовут Сергей Нева, и вы на канале Не Ноль. Как-то пару лет назад, когда казалось, что вот этот проект уже подходит к завершению, я взял похожий еще один проект и, в общем-то, в рамках сериала Save the Eclipse второй сезон решил сделать сразу две модели. Eclipse второго поколения и Eclipse третьего поколения. Оба проекта были схожи тем, что в них планировалось установить одинаковый мотор V6 6А13 Twin Turbo и сделать полный привод. Единственное, что их отличало, это трансмиссия. В Eclipse второго поколения мы планировали поставить автоматическую коробку передач и полный привод. В Eclipse третьего поколения это механическую коробку передач и, соответственно, полный привод. Донора для таких проектов из Японии сейчас привезти крайне сложно. Поэтому лучше посмотреть подходящие машины в России. Учитывая, что все от мотора до подвески у нас установлено от Mitsubishi Electrum, ну или Galant VR4, то лучше взять Донора целиком. Пойдем на дром и посмотрим, сколько сейчас стоят эти машины. Итак, Eclipse у нас сейчас обойдется от 400 тысяч. А Mitsubishi Legnum нужной нам комплектации, от 300 тысяч. То есть 700 тысяч просто, чтобы начать проект. Так что, если ты задумался над подобным проектом, то за машиной иди на дром и добавляй эти модели в избранные, чтобы сразу получать уведомления о новых объявлениях. Благодаря этой фишке ты будешь самым быстрым покупателем и не упустишь отличные варианты. Но на данный момент прошло уже, наверное, больше 2 лет, да, перипетии жизненные, они настолько задержали эти два проекта, что на текущий момент я решил разделить их, соответственно, по сезонам. Да. Второй сезон заканчивается, и уже заканчивается работа по Eclipse G2. Тут осталась только электрика, с которой мы уже возимся второй месяц. Ну и третий сезон начнется с этой серии по третьему Eclipse. Кузов достаточно долгое время находился в мастерской по кузовному ремонту. Его красили, на него вешали такой своеобразный обвес. Все элементы кузова, в которые он затронул. Соответственно, мне теперь надо его начать собирать. То есть какие-то подготовительные вещи, большинство, точнее, подготовительных вещей я сделал. Но и многие вещи, которые планировались, они не сделаны. Конечно же, еще до покраски я подготовил весь кузов к установке полного привода. Для этого пришлось установить другой подрамник, это алюминиевый подрамник. Для этого пришлось сделать вот такие, как заводские крепления, переставленные из 3-литрового кузова. Это вообще подрамник от 3-литрового кузова. Его достоинство в том, что у него достаточно высокий тоннель и позволяет еще подрезать его для установки раздатки. Дальше, конечно же, пришлось сделать крепление под кардан. Они необычные, тоннель очень узкий, поэтому кардан будет стоять подвесные один подвесной будет стоять под углом, другой, конечно, классически ровно. Ну и дальше топливный бак. Топливный бак, под него также сделаны несколько закладных креплений бака, и он на свои штатные места, в принципе, крепится в этом кузове. Конечно же, был переставлен задний подрамник под полный привод. Сюда установлен, соответственно, подрамник, в котором будет стоять редуктор и задние привода. Для этого были переделаны крепления этого подрамника из переднеприводного в полноприводный.
Я, конечно, очень люблю тему переделки на полный привод, и в особенности это эклипсов, галантов, да, вот Mitsubishi на этой всей лабутене. Но настолько много всего я уже рассказал в своих видосах старых, там вообще очень старых, что я даже не знаю, на чем еще таком сакцентировать внимание. И вот за 3 секунды я, в принципе, показал, что такое полный привод на эклипсе. Но если кому что интересно, напишите в комментариях, всегда рад ответить на ваши вопросы. Ну, а мне же придется начать с того, что все текущее, что установлено на этом кузове, надо снять, что возможно, то отвезти в пескострую или покраску, потому что не все элементы еще готовы. Ну, а то, что уже покрашено, или, по крайней мере, я могу установить, то начать устанавливать. Вот такие вещи, как передние кулаки, конечно же, пришлось пока оставить не крашенными, потому что они у меня в единственном экземпляре, и я не мог перекатывать кузов, у меня не было дублеров этих кулаков, поэтому мне сейчас их придется снимать и отвозить в порошковую покраску. Передний подрамник красить я не буду, он алюминиевый, я его только от пескострую. Он останется такого алюминиевого цвета и вполне мне нравится. Рейку рулевую, да, придется ребилдить, что-то пыльники менять, тяги менять, но в целом попробуем ее восстановить. Она, конечно же, бэушная. А вот что касается задней подвески, то сейчас она как раз стоит на временных кулаках, которые даже переднеприводные, на временном подрамнике. Кстати, подрамник мы уже пробовали отвозить в покраску, и он, как оказалось, весь поеденный коррозией. Соответственно, как бы пришлось покупать новый и уже на его основе все строить. Но сейчас привезу из покраски и все увидим. Задние кулаки я покрасил еще в те времена, когда красил все элементы подвески для Eclipse второго поколения. Также все болты в то время отдавали в гальванику. И, в общем-то, все выглядит вот так. Вот такой вот красный цвет кулаков. Ну, я думаю, он и сохранится для передних кулаков тоже. То есть сами кулаки покроем порошковой краской в красный такой полуматовый цвет. Ну, оступится от пескоструем и слегонца покроем серебрянкой, чтобы были не ржавые, оказались как новые. Потому что улицы в более-менее нормальном состоянии, никакого нужды сюда сейчас ставить новые нет. Потом при очередном ТО можно будет заменить. Но не все так просто. Вот эти плоскости прилегания, куда вставляются там амортизаторы или где вставляются шаровые, их красить не рекомендуется, потому что потом изменится зазор, и по краске это все будет плохо вставляться и легко раскручиваться. Так что все аккуратненько поеду отвозить в порошковую покраску. Ну а сейчас, когда все это поехало в покраску, у меня есть отличный момент для того, чтобы проложить топливные магистрали и магистрали тормозной системы. Потому что это, в принципе, первое, что... Это работы первого уровня, да, под ними это самые первые элементы, над которыми будут потом установлены все остальные. И их потом проложить просто будет невозможно. Но не все так просто. А все дело в том, что хоть и мы отдавали этот кузов в кузовной ремонт, и вроде как я говорил убрать некоторые нюансы, которые после пескоструя вылезли, но, к сожалению, они не были убраны, и мне сейчас придется вот с этими местами что-то решать. То есть это не несущий элемент, его можно будет просто удалить, но потом, когда здесь будет висеть кардан и подрамник, это сделать уже нельзя будет. Также какие-то элементы, где есть ржавчина, которую не убрала пескоструем внутри свои, надо будет тоже все очистить и заново обработать.
Также это касается всех резьб и закладных, которые есть в кузове. Их придется сейчас проходиться мечков, высверливать вот такие вот обломанные болты, потому что потом это сделать просто нельзя будет. А крепление трубок в некоторых местах, вот, например, здесь под задним подрамником просто недосягаемо ни для чего, и придется, конечно, извращаться очень сильно. Вообще, конечно, тема кузовного ремонта и реставрации, они плотно пересекаются, и большинство людей даже не задумываются, что, в принципе, кузовной ремонт и реставрация – это абсолютно разные вещи. И покрасить машину – это не значит ее восстановить. И это объяснить практически нереально никому, пока кто-то с этим не столкнется вот в своей работе, со своим проектом. То есть никто не верит, что если там делают дорого, но умеют реставрировать, то это не значит, что там, где делают дешево и просто умеют красить, будет одинаково. Соответственно, вылезают такие вот вещи, что люди, которые занимаются кузовным ремонтом, они делают свою работу, но они не понимают в реставрации ничего. И такие вот мелкие косячки, которые вылезают, да, они не столь серьезные, но бывает и похуже. В данном случае нам повезло, контора, которая красила эту машину, в целом, в основном, все косяки подобные убрала. То есть остались какие-то нюансы, но которые, может быть, все-таки не заметили. Я не хочу ничего сказать о них плохого. Ребята молодцы, сделали колоссальную работу. Но факт остается фактом. Это две разные области работы. Реставрация и кузовной ремонт. И надо это понимать. Я надеюсь, что кому-то мое предостережение поможет в дальнейшей жизни сэкономить деньги, потому что иначе приходится тратить их 2, а то и 3 раза. Первый раз на какую-то реставрацию, потом на кузовной ремонт, а потом на реставрацию после кузовного ремонта. И, собственно говоря, еще один кузовной ремонт, потому что покраска потом будет. Ну, в общем, эпопея еще та. Будьте бдительны. Ну и, кстати, тут ко всему этому вылазит другая тема со временем. Все это очень долго длится. Все эти тюнинг-проекты, особенно когда влезают вот такие вот реставрационные работы, конечно, просто сроки выполнения, они безграничны. Особенно если учитывать нашу текущую жизненную ситуацию, то вообще гарантировать ничего никто не может, то болезни, то еще что. Ну, в общем, проект строится не первый год, и хорошо, когда у владельца этого проекта есть терпение и понимание, что так оно может строиться. Потому что иначе бы давно бы забрали, сказали, да мы покрасим в другом месте, да мы там сделаем все работы в другом месте, ну вас нафиг. В общем, напишите в комментариях, кто сталкивался с подобной ситуацией, насколько она вам знакома, и что вы с ней делали, как поступали.
Что-то я тут грешным делом начал сомневаться, а красили ли днище кузова вообще. Все дело в том, что очень много вылезло коррозии просто в тех местах, в которых ее физически не должно было быть бы. Как-то очень странно. Ну, в общем, я начал все это обрабатывать, удалять. Ну, конечно, так себе случай. Ну вот по таким местам, как крепление чашки амортизатора, очень хорошо видно, что здесь и вот здесь по швам как-то слишком много вылезло ржавчины. Я ее, конечно, обработал удалителем ржавчины. Вот она ее удаляет, уже практически не видно, но все-таки как-то это не очень интересно. Переднюю часть я всю вырезал. Получились вот такие вот куски металла, которые сгнили прям в хлам. И восстанавливать я не вижу их никакого смысла. Я просто их удалил. Сейчас здесь тоже обработал этой пастой против ржавчины. И сейчас, наверное, вот эти дырки, которые здесь получились в результате ее жизни, заварю. Ну и все это покрашу. И не буду здесь ничего колдовать нового, потому что здесь совершенно не силовой элемент, и никакой красоты, и ни под подрамником ничего не будет. Вот в этих местах я тоже удалил второй слой металла, под которым был очаг коррозии, и тоже его восстанавливать не собираюсь. Это тоже декоративный слой, который ни на что не влияет. В общем, вся вот эта внешняя чешуя, она так декоративная больше имеет свойства, чем какое-то силовое. Хотя вот здесь на основу я все-таки оставил со всеми ребрами жесткости, ну, на всякий случай. Заднюю часть я все обработал. В особенности внутренние крепления продольных рычагов, крепления верхних рычагов. Много было коррозии вот здесь в районе топливной горловины. Ну и, конечно, тоже амортизаторы. Все это обработал, пролил красочкой. Ну и, надеюсь, теперь это все не заржавеет, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем. Также прошел красочкой по всем швам. Ну так, из баллончика дунул для успокоения души, чтобы как-то было все получше. Ну еще мы это все пройдем антикором, притом антикором хитрым, химическим, зальем все изнутри, но это чуть-чуть дальше. Не думал я, конечно, что этап вот этой подготовки кузова к сборке займет так долго времени. Я все-таки думал, что сейчас быстренько все протру тряпочкой и начну прикручивать. Нифига не получается. Ну, в общем-то, теперь еще более сложный момент – это прогнать все резьбы, высверлить все обломанные закладные. Это еще больше кусок работы, который я больше всего ненавижу. И я очень просил кузовных сделать это за меня. Но, к сожалению, опять-таки, придется делать мне. Не проси никого, сделай сам.
можно было снять отдельную серию или зафигачить какой-нибудь там стрим часов на 20 со всем этим процессом высверливания и нарезания резьб. Но, в общем-то, я совсем справился. Конечно же, большие трудности возникли с теми закладными, которые, во-первых, тупиковые, в которых нельзя ошибиться. То есть туда пробраться потом практически невозможно. И здесь нет возможности для маневра. То есть приходится сверлить какими-то короткими сверлами, потом мечики ставить через определенные хитрости для того, чтобы это все здесь проворачивалось. Также, что касается вот этих закладных изнутри, тоже их невозможно просто просверлить, потому что не хватает длины маленького даже шуруповерта и очень короткого сверла. Ну, то есть все впритык на долях миллиметра. Но в целом, по крайней мере, высверлить у меня все получилось, нарезать тоже. Центра все совпали, то есть, по крайней мере, я уверен в этих резьбах, они еще походят. Ну, кстати, что касается всяких мечикодержателей, давно хочу сделать какую-то приспособу, которая будет надеваться на стандартную трещотку, ну, там, 1,5, 3/4 или там 1/2, ну, на любой, в общем, для того, чтобы можно было в труднодоступных местах крутить, да, вот, не переставляя какие-то там держатели. Но вспоминаю об этом устройстве тогда, когда мне надо сделать 100 резьбы, конечно же, его не сделаю. Может, кто знает, в продаже есть что-то подобное, то есть переходник на различные мечики или желательно вообще плашки, под плашки сделать такие вещи, чтобы можно было на стандартную трещотку это надеть и, в общем-то, прогонять резьбы. Напишите в комментариях, если кто знает. Если нет, то будем делать свою и напишу и сниму по этому поводу видосик отдельный. Я, конечно, очень надеюсь, что я высверлил и восстановил все закладные, и потом не придется их находить в неподходящий момент, когда что-нибудь будет установлено. Но явно я что-то забыл. Но главное, что все потайные, скрытые вот эти все закладные будут обработаны антикором. Именно тем химическим антикором я уже про него снимал полгода назад серию. Мой Eclipse приезжал в компанию Веллерс, там я делал этот антикор. И, в общем-то, сейчас по прошествии полугода я могу с уверенностью сказать, что действует и работает, и в целом, по крайней мере, для такого проекта обработать внутренние полости – это просто вот обязательно. Потому что, да, конечно, продается антикор для внутренних полостей, это, в принципе, наверное, то же самое, да, но оборудование для нанесения этого состава, оно принципиально разное. То есть их состав попадает во все полости, расходится там по полостям, да и они наносят такими щупами, которые в бытовом баллончике не соорудишь. Ну, в общем, сейчас жду ребят из компании Веллерс, и мы будем наносить антикор во все полости. Но также я надеюсь, думаю, что пройдем и по внешке немножко. Основную часть кузова я не хочу закрывать антикором вообще. Во-первых, мы нанесли сюда Raptor, да, какая-то защита здесь есть. Ну, в общем, посмотрим в процессе эксплуатации. Всегда можно будет нанести и по всей плоскости площади кузова, по всему днищу можно будет нанести антикор заново. Вообще, конечно, все, что делается в рамках таких проектов, это условно можно назвать реставрацией. Да, в каком-то техническом плане я реставрирую узлы, агрегаты, привожу их к такому более-менее новое состояние, условно новое, из бэушных запчастей, красивое, более-менее рабочее. Ну, а что касается кузовни, ну, не люблю я кузовню. Это может быть, конечно, мое личное такое мнение, но восстанавливать вот такие кузова в новое состояние, ну, это просто какой-то бред. Потому что стоимость их, это не раритетная тачка, в которую там стоит миллионы. И этот кузов, ну, хорошо, если мы отсрочим его смерть там, лет на 10-15. То есть, хватит покататься, насладиться любимой машиной. Но реставрировать его в новое состояние просто неадекватно. Поэтому, как бы, в рамках разумности, да, что-то меняется, что-то переваривается, что-то чистится. Но в целом, как бы, вот, например, типа химии, изнутри можно продлить на много лет срок эксплуатации этой машины. И она будет как новая, если ее поддерживать в этом химическом коконе. Так что вот так. Ну, напишите свое мнение, как вы думаете, что стоит делать с такими проектами, правильно ли это или нет. Напишите в комментах.
Да уж, снимать процесс нанесения любого антикоррозийного состава – это штука неблагодарная. Хочешь не хочешь, а в объектив что-нибудь прилетает. Хотя в целом процесс нанесения вот этого химического антикора, он достаточно чистый. То есть практически вот рядом никакой пыли, никакого опыла от него нет. И буквально там какие-то капли, при том, когда хочешь снять что-то подробно, они прилетают в объектив. В итоге мы обработали все внутренние полости, которые только возможно, и все арки. То есть все 4 арки изнутри мы прошли с этим антикоррозийным составом. Все плоскости самого днища я обрабатывать не стал. Ну, как бы мы договорились на том, что если потом, когда будет машина собрана и подвеска вся навешена, то приеду к ним, и если будет желание, то пройдемся по стандартному сценарию и обработаем прям все днище. А пока я прошел вот по всем швам, ну, конечно, с запасом, то есть как бы не прям в шов, и вообще все возможные полости, которые возможны, да, то есть вот где крепление рычагов, то есть любые вот такие закладные, все везде обработали. Ну и, конечно же, вот опять задняя арка с креплением амортизатора и с креплениями топливной горловины. Также прошли внутри все лонжероны, прям продували туда длинным щупом вовнутрь. Ну, в общем, днище, мне кажется, в ближайшие 15 лет не заржавеет. Хотя, если его обрабатывать, конечно, периодически этим составом. Также залили в пороге изнутри и снаружи, из салона тоже, где были технологические отверстия, тоже пролили. Но сам салон не трогали. Внутри салон мы обрабатывать не стали, так некоторые углы только прошлись, потому что он еще в каком-то таком промежуточном грунтовом состоянии. Скорее всего, там будет наклеено впоследствии шумоизоляцией, ну и, соответственно, как бы клеить ее надо на металл, а не на силикон, поэтому на силикон она вообще не приклеится. Ну и, кстати, ребята из компании Веллерс вот так вот, как приехали ко мне, выезжают на выезды. Это не что-то такое эксклюзивное, а вполне себе норма. Так что смотрите, в описании на их сайт есть ссылка, записывайтесь, кому надо. В принципе, я не первый раз показываю состояние их антикоррозийного состава через некоторое время в моих сторис, даже на канале в Телеграме есть видосы, которые показывают, что со временем произошло с этим составом. На мой взгляд, все происходит очень даже хорошо. Ну и еще один момент. Ну, ребята ко мне приехали не с пустыми руками, привезли вот такие несколько баллончиков с полезными жижами, а именно полироль для пластика, очиститель салона и смазка силиконовая морозостойкая. И я решил, что будет правильным, если я ее, соответственно, подарю вам, подписчикам. Так что, кому нужны какие-то из этих жидкостей, напишите в комментарии слово «хочу», ну или «хочу» какую-то конкретную из этих жидкостей. Ну и, соответственно, если видосик наберет там 100 тысяч просмотров, это не так уж и много, то состоится этот розыгрыш, и я отправлю его случайным образом выбранному победителю, точнее 3 победителям, эти полирольки и полезные жидкости. Так что пишите комментарии и рекомендуйте видос к просмотру своим друзьям. Но на этом бонусы химического антикора не закончились, потому что мы этим же антикором обработали такие вот детали подвески, как подрамник. Все дело в том, что, ну, во-первых, от времени он внутри так же ржавеет, как и снаружи, и никакой пескоструй вот там вот в тех полостях, которые недоступны ничему, не достанет и ничего оттуда не вытащит. И краска потом туда не попадет. А вся прелесть вот этого химического антикора в том, что он распространяется со временем на большой промежуток, на большое расстояние. То есть он, капнутый в одну точку, через некоторое время растекается на там, буквально 10 сантиметров в округе, а то и больше. Не помню я точно цифр. Но, в общем, мы обработали этот подрамник и рычаги, кулаки, то есть все, что имеет полости, этим антикором. И я думаю, что сохраним им жизнь так же надолго, как самому кузову. Но не все так просто. Также придется вернуться к ржавым деталькам. Часть подвески, такие рычаги, которые с шаровыми, которые вот такими хитрыми плавающими сайлентблоками, мы, конечно, заказали новыми, притом даже оригинальными. Но
Такие рычаги, как, например, продольные, в которых, в принципе, сайлентблок достаточно простой, да и рычаг сам простой. Я думаю, проще его отпесочить и поменять сайлентблоки на полиуретановые. Вот, например, верхний и задний рычаг также имеет всего лишь 2 сайлентблока, которые тоже можно поменять на полиуретановые. Ну, в общем, все эти детальки надо будет ввести сейчас в покраску, в песочку. Ну и сначала, конечно, выпрессовать все сайлентблоки. А потом уже можно будет все собирать на кузове. Еще -1. Конечно же, все гладко пойти не могло. И, конечно же, что-нибудь да вылезло. Понятное дело, что не вытаскивались рычаги из подвески, сайлентблоки закисли намертво. Но, в общем-то, я их вырезал, и все было бы нормально, ничего. Но вот верхние рычаги, даже без особого пескоструя, видно, что не восстановишь. То есть я их заваривать, конечно, не буду. Буду искать либо бэушные, либо новые. Новые сейчас найти очень сложно. Кстати, у кого есть рычаги задние, верхние от Eclipse 3-го поколения, либо, в принципе, от что-нибудь типа Legnum или Галанта 8-го тоже подойдут. Напишите либо в личку, либо в комментах. Очень нужны. Эти точно в металлолом. Ну, а продольные рычаги вытащились. Для них у меня есть полиуретанчик. И в целом я его в следующий раз сюда поставлю. Ну что же, кузов подготовлен. В принципе, можно его собирать. И как раз этому будет посвящена следующая серия. Я думаю, как раз к следующей серии придут всякие кулаки, рычаги из покраски. Если найду, то и покрашу верхние рычаги. Ну, а вообще так вот сейчас уже закуплены всякие ништяки. Ну, вот, например, колы, подвесочка. И я думаю, что в следующей серии как раз, когда я это все буду устанавливать, а я буду устанавливать как раз все, что будет находиться на днище, и всю подвеску, да, в общем-то, из, наверное, с трансмиссией, по крайней мере, задней, даже, может быть, кардан уже будет установлен. Так что, кому это интересно, подписывайтесь и не переключайтесь. Постараюсь рассказать какие-то секретики, которые знаю в приобретении колов, например. Ну, на этом это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Не забывайте про мой дополнительный канал NeoFAQ, в котором я размещаю видео-ответы на ваши комментарии. Так что ставьте лайки и комментариям тоже. Те, кто больше всего наберут лайков, на те отвечу в виде видео-ответа. Ну, на этом-то все. Всем удачи, всем пока.